Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена, и сегодня видео будет посвящено обзору парфюмерного бокса Perfumistry, который мне прислали девочки из Германии, в частности Надя, моя подруга, с которой мы дружим, и она мне прислала на обзор свое детище. Это то, чем они занимаются с Яной, ее коллегой по этому бизнесу. И девочки прислали мне на обзор вот второй уже бокс Perfumistry, и я готова с вами поделиться своим мнением. Если вы большой любитель парфюмерии, если вы любите необычные, новые, открывать для себя ароматы, которые не как у всех, то есть такая вдумчивая ниша, то я советую вам посмотреть это видео и заказать обязательно этот бокс, потому что он раскупается, знаете, как горячие пирожки, в мгновение ока все исчезает. И если вам хочется знакомиться с новой парфюмерией, которая недоступна по каким-то соображениям в вашем городе или в вашей стране, то девочки отсылают по всему миру, делают рассылку по всему миру, поэтому не упустите такую возможность. Обязательно заходите в инфобокс под видео, будет вся информация, где найти, с кем связаться. То есть, опять же, у меня спит, вернее, он сейчас еще пока не спит, пес мой Барбос, Мопс лижет свою кровать, поэтому такие чавкающие звуки будут на протяжении всего видео. Но давайте начнем. Итак, видео давно не делала, настроение как-то все никак не собиралось, не складывалось, то работа, так не могла собраться с мыслями. И, наконец, я решила, что пора уже, хватит уже, сколько можно, 3 месяца прошло, а я все еще как это... Ничего не сказала об этом боксе. В этом боксе находится 10 сэмплов, ароматов. Все они разные, все они необычные. Я, если честно, даже о таких и не знала. Хотя я увлекаюсь парфюмерией и должна бы знать об этом, но нет. К сожалению, моих познаний не хватает в этой области. И благодаря девочкам Наде и Яне можно познакомиться с такими прекрасными новыми брендами, что появляются новые желания, новые хотелки в виш-лист. Ну, давайте начнем. Первое, что я вам покажу, то, как оформлен бокс. Это очень красиво, очень эстетично, черная картонная такая коробочка на магните, то есть все закрывается, если вдруг негде хранить, то все очень-очень даже продумано, и даже, знаете, как инженерная такая конструкция, продумана до мелочей. Такие вот открытки с подробным описанием аромата. Мне кажется, эта идея очень прекрасная, и я, как обычно, желаю девочкам продолжать в том же духе, желаю им удачи огромной и большой удачи. И я знаю, что это очень нужное дело, потому что, опять же, все упирается в финансы, невозможно купить все парфюмы, а познакомившись с такими сэмплами, ты решаешь, надо тебе или не надо. И давайте начнем. Ну вот первый лежит у меня... По списку, по открытке лежит вот такой вот St. Gilles de Ticon. Я уже рассказывала об этом аромате в мужской подборке. Если вам интересно, заходите, посмотрите. Мужские ароматы. Это вот такой вот... Буду вставлять фотографии ароматов, флаконов, поэтому не обессудьте. Это очень интересный, необычный, знаете, для... больших поклонников парфюмерии, именно такой вдумчивой, необычной, не такой, как у всех, то вот этот вот аромат de Ticon St. Gilles, я просто рекомендую вам обязательно затестить или послушать где-то, если есть такая возможность. Этого аромата является Bertrand de Chafour, и это так, на мой взгляд, это мужской парфюм. Здесь открывается грейпфрут и лимон, и имбирные нотки, и в базе у нас касториум, лавандовое масло, мускус. Знаете, мне отчетливо ощущается именно что-то такое зеленое, похожее на листья полыни. Знаете, вот такой вот аромат полынности, древесности, травянистости. Очень необычный, приятный, мужественный. В то же время он, знаете, такое
ощущение, что ты хочешь дослушать этот аромат, ты хочешь вернуться к нему. Тебя привлекает вот какая-то нота в этом, и он необычный, он не для всех, но он того стоит. Поэтому, если вам интересно, заказывайте этот Parfumery Box, пока еще не поздно. Следующий парфюм, который мне выпадает, здесь уже будет 3 аромата, и это бренд Dissol. Предыдущий аромат это был английский бренд, то вот это собрание ароматов, это немецкий бренд, который появился на рынке в 2016 году. Основателем бренда является, в общем, здесь 3 аромата этого бренда. В данном боксе находится 3 аромата данного бренда Dissol. Это Tesoro, это Herbis и Teram. Teram это, знаете, такое что-то, которое дает, знаете, очень необычное. И, если честно, этот мне аромат не совсем по моему вкусу, потому что, возможно, я его еще не поняла до конца. В нем существует какая-то, может быть, это мускус дает такое звучание, животность и в то же время мылкость, но у него есть травянистая основа из кориандра, специй, пачули, то есть такое немножко землисто, и название само Терам говорит о том, что это землистое что-то такое, пыльно-землистое такое животное в этом аромате. Я его не совсем поняла, вернее, это не на мой вкус. Следующий парфюм, который здесь, это Tesoro. Tesoro мне нравится чуть больше прохладный, может быть, потому что сейчас это мне как бы не очень нравятся такие тяжелые ароматы. У меня поменялось настроение в парфюмерии, поэтому, возможно, сейчас я не могу адекватно оценивать какие-то более тяжелые парфюмерные композиции, но что-то более легкое, воздушное меня больше привлекает, и я говорю да таким ароматам. Этот аромат более воздушный, более легкий, но он такой, знаете, как раннее весеннее дыхание, вот такое мускусное, прохладное, немножко отдающее такое, немножко такой сладковатый и немного, я даже не знаю, как его описать точно. И, знаете, вот что-то с кожей связанное, но не такая выделанная кожа грубая, а именно мягкая замшевая кожа, припыленная, припудренная вот каким-то сладковатым, фруктовым, может быть, с фруктовыми шкурками. И третий парфюм, который мне понравился больше из всех данных ароматов, это Herbis, и он более, знаете, такой носибельный, что ли, на мой взгляд. Может быть, больше попал в мое настроение. Он действительно красивый, он приятный, он свежий, освежающий, и в нем присутствует вот какой-то спарклин, пузыристость, лимонадная такая, но в то же время есть тепло, есть какой-то есть солнечный свет, и, наверное, да, вот если описать это, какие-то лимонадные пузырьки, может быть, это бокал мохито, такой вот запотевший и солнечный день. Вот такое вот ощущение у меня от этого бренда. В принципе, ароматы очень интересные. Это, опять же, все на любителя. Не то, чтобы прям каждый сможет их носить, но познакомиться. И вообще, в последнее время меня немецкие парфюмеры удивляют все больше и больше. И мне нравится, как вообще они подходят к парфюмерии, как к концепции парфюмерной, композициям парфюмерным. Следующий парфюм, который я вам покажу, как ни странно, он тоже продается только в Германии, в магазине Delphi, в берлинском магазине Delphi. Это вот такой вот пробничек, который создал бренд Микалев специально эксклюзивно для магазина парфюмерии и косметики Delphi. Его можно купить только там. Вы знаете, этот парфюм очень интересный. Он действительно унисекс. Он действительно, ну вот он носибельный, да. Его можно носить спокойно, смело, знаете, без того, что
ты не будешь думать, тебе не нужно будет вдумываться, а что же скажут другие, и подойдет ли этот парфюм к какому-то вашему образу, то этот парфюм подойдет под любой ваш образ. Называется парфюм Dentelis Blanche. Я не знаю, может Бланк, может быть, я неправильно произношу, поэтому простите меня. Это парфюм очень свежий, очень такой джин с тоником, действительно освежающий глоток. В то же время в нем вот сексуальность какая-то, прям вот она притягивает к себе. И данный парфюм я прекрасно вижу на мужчине, знаете, на мужской коже, которая разгоряченная, вот, и аромат источается вот именно от горячести кожи. Чем горячее кожа, тем он ярче раскрывается, и тем интереснее он звучит. Вот у меня такая ассоциация. И на моей коже, на моей холодной, сухой коже аромат звучит тоже очень интересно, но вот больше, говорю, уходит в мужскую сторону. Но он действительно такой очень... Даже мне что-то напоминает. Не могу сказать, что конкретно, но вот в одном направлении Маyavi Host от Byredo, вот мне нравится такая сочная композиция, знаете, но в то же время она суховато-шершавая, вот сочная и шершавая, да, как бы странно это звучит, но это так. Он потрясающе красив, мне очень нравится, и если у вас есть возможность в Берлине послушать этот аромат, он свежий, он легкий, он древесный, то есть он такой весь играющий, он играет на всех гранях, он переливается, струится и очень шлейф. И мне очень понравился данный парфюм, вот как бы я отмечаю из этого бокса, который мне понравился. Следующий парфюмерный дом — это Maison Subarit Opulent Wood. И знаете, это немножко сложная история для меня лично, потому что я слышу почему-то вот больше лекарственные ноты в этом аромате. Вот так выглядит пробник этого аромата. И основная концепция этого бренда, что ароматы созданы на водной основе, они не используют алкоголь, то есть по, допустим, этическим соображениям каким-то или по религиозным соображениям вы можете использовать спокойно данный парфюм, не боясь, что вы нарушаете какие-то запреты, какие-то табу. И Opulent Wood, он, конечно же, про древесность, про дерево, про ут, про натуральность, знаете, вот именно природное, что-то такое лесное, но травянистое даже. Но я слышу почему-то мазь Вишневского и бинты, и стерильность, знаете, когда говорят, что Баккара Руж пахнет бинтами, йодом, чем-то таким стерильной комнатой, хирургическим отделением, то вот Opulent Wood для меня как раз это и есть вот такая вот хирургическое отделение с перевязочным материалом, с различными антисептиками, различными стерильными бинтами. И мазь Вишневского вот как нельзя, прекрасно подходит под описание этого аромата. Но я знаю, что есть любители большие этого аромата, поэтому, конечно же, я не говорю, что это плохой аромат. Нет, он очень интересный, он необычный. И если вы любите такое направление древесное, удовое, я бы не сказала, что это прям вот восток-восток, но то, что этот бренд заслуживает внимания, ароматы необычные, они по-разному трансформируются на коже, у каждого по-своему, поэтому обратите внимание и скажите мне свою точку зрения, если вы пробовали данный аромат. Следующий парфюм, который я знакома, следующий сэмпл, с которым я знакома, это бренд Pure Distance. Аромат называется White, и это один из моих любимых ароматов данного бренда. Это олицетворение, знаете, букета невесты, мягкого, нежного, красивого, такого цветочного, может быть, даже какого-то облачка. Это надежда, это счастье. Аромат прекрасен, знаете, и весной, и летом, и зимой. Он такой универсальный. Это то, что можно носить круглый год. И он будет дарить вам счастье, радость, уверенность в себе. Знаете,
он не отталкивающий, он не знаете, не требует особого вашего какого-то познания в парфюмерии. Автором данного аромата является Антуан Ли. Это вообще, мне кажется, один из лучших парфюмеров, один из лучших носов на данный момент. И данный парфюм я просто настоятельно рекомендую, если вы хотите на свадьбу сделать какой-то подарок, либо, может быть, вы невеста и не знаете, в чем пойти на свадьбу, да, на свое торжество, обратите внимание на данный парфюмерный бренд и на аромат White. Я думаю, что он останется у вас в памяти как олицетворение именно чего-то такого прекрасного, легкого, счастливого момента вот такого. И White Pure Distance. Аромат очень стойкий, очень шлейфовый, он переливается цветочным настроением, легким каким-то таким медовым аккордом, легкими такими мускусными нотками. Очень красивый, и это действительно вот именно букет невесты, это облачко, это лапки котика, ну, не туалетные только, конечно, а чистенькие, такие мягкие, пушистые. И следующий сэмпл это Les Parfums de Rosine и парфюм сэмпл Rose Absolument. Как вы знаете, наверное, уже, что Les Parfums de Rosine делают ароматы все вокруг розы. То есть роза может быть нежная, яркая, бордовая, оранжевая, желтая, с цитрусом, без цитруса, с деревом, без дерева, с ванилью, с пудрой, с любыми аккордами. Роза во всей своей ипостаси, во всей своей красоте. И данный аромат, это аромат Absolument, это роза красная, яркая, это, знаете, такое, это даже вот не то чтобы восток, нет, это я вижу именно Кармен, такую страстную женщину в черном, с каким-то таким красным цветком, которая бесстрашная, которая вот идет напролом, и вечерний аромат, это не дневной, не утренний, это вечер, это даже ближе к ночи. Роза прям настолько бордовая, что она становится черной от того, как на нее падает свет, маслянистой, жирной такой. Если вы любите такие розы, если вы хотите такие розы, может быть, вы коллекционируете ароматами с нотой розы, то я однозначно рекомендую вам познакомиться с таким ароматом, с таким парфюмом. Аромат открывается сначала свежим розовым таким настроением, розовым букетом, а в конце он становится помадно-жирный, сливочным, таким кремовым за счет масла герани. Очень такой яркий, сочный, густой, насыщенный парфюм. Обратите внимание, если вы любители роз. Итак, следующий парфюм, парфюмерный бренд, это Mint или Mint, как я ее называю, и это аромат Rainy City. Это очень интересный бренд, это аромат, который мне очень понравился, и он мне немножко отдаленно чем-то напоминает Aventus. Во-первых, подход бренда к флаконам. Они все одеты в какие-то такие одежды потрясающей коллекции. Каждая линия имеет свое лицо. Вот этот парфюм это Rainy City, и он действительно напоминает, знаете, мегаполис после дождя, когда бетонные стены домов, выкрашенные известью, фасады зданий, асфальт после дождя начинает испарять всю эту влагу и пыльность, и вот аромат витает такой пыльный, влажный, в то же время свежий, и вот это олицетворение
города после дождя, не деревни, не чего-либо подобного, а именно городская среда после дождя. Вот она, вы знаете, наверное, все, как пахнут мегаполисы, и вот это вот, но вы не подумайте, что здесь нету, конечно, каких-то вонючестей, именно эстетически, именно приятное раскрытие аромата после дождя. Город после дождя умытый, чистый, взбодренный, и солнце освещает улицы, стекла окон, все сверкает, все переливается. Вот такой же аромат, он переливающийся, он сверкающий, он светится, он дает какую-то надежду, дает ощущение радости, и что да, снова солнце вышло после проливного дождя, который смыл всю эту грязь, всю атмосферу и выдает нам чистоту, свежесть, приятность, легкость и беззаботность. Вот такой очень красивый аромат, мне очень понравился, и я бы, конечно, хотела приобрести его в свою коллекцию. Следующий парфюмерный дом — это Plume Impression Dualit Magnifique. Знаете, это аромат вот для меня очень, мне он очень понравился, потому что он мне напоминает вот что-то старую школу, ароматы старой школы, которые никогда не выйдут из времени, они всегда останутся с нами. В нем есть основа, в нем есть продолжение, знаете, и аромат, который будет дарить вам минуты блаженства, минуты радости, минуты счастья долгие-долгие годы. Сам по себе упаковка данного парфюма очень красивая. Это тяжелый флакон, такое ощущение, что даже хрустальный, тяжелого стекла, качественного, с золотой крышкой и выгравированное перышко на флаконе, а коробка, которая от флакона, ее можно использовать, кофр от флакона, ее можно использовать как фоторамку для фотографий, может быть, для каких-то рисунков своих. То есть это очень удобно, потому что мы не знаем всегда, куда сунуть эти коробки, куда их применить, выкинуть или что с ними сделать. А тут такая вот возможность использовать как вторую жизнь, дать коробке. Ну и об аромате. Это восточный парфюм, с таким притягивающим к себе вниманием. Однозначно, если кто-то пройдет по улице и в данном парфюме, то вы вот невольно обернетесь и будете думать, откуда пошел этот запах, откуда он доносится. Это такой вот загадочный, очень необычный, знаете, такой вот напоминающий, как описывает сам бренд, парфюм. Парфюмерный бренд описывает данный парфюм как карнавал венецианский, когда вы в маске, конечно же, вы одеты хорошо, вы привели себя в порядок, вы набрызгались, и вот это вот смешение запахов, таинственность, какая присутствует в данном парфюме, и он именно такой таинственный, привлекающий, притягивающий. И ты не понимаешь, откуда доходит этот запах, кто этот незнакомец или незнакомка. Но для меня это более женственный парфюм. Он на основе древесных ноток, аромат очень роскошный, с ним невозможно остаться незамеченным, яркий, будоражащий, волнующий, восточно-цветочный аромат. Просто дает такой, знаете, две грани. То есть и амбра тут, и роза, и шафран. Свинность этого аромата заставляет вас просто обернуться, оглянуться, поискать, откуда доходит этот запах, знаете, вот найти этого незнакомца. И он действительно очень таинственный, волнующий и необычный. А вот сам символ перышка говорит о том, что, возвращаясь к бренду, что само перо, оно вроде бы как бы легкое, хрупкое, нежное, но в то же время имеет свой стержень, имеет свое основание и силу. Поэтому вот такой вот удивительный бренд Plume Impression Dualit Magnifique. То есть, Magnifique — это действительно такое двойное притяжение.
И вот это были все ароматы, о которых я хотела рассказать из этого парфюмерного бокса. Торопитесь, пока еще есть в наличии. Потом информацию о них вы можете найти у меня под видео. Переходите по ссылкам, пишите ваши комментарии. До скорой встречи. Ваша Елена.